Всем привет! Мой врач-эндокринолог как-то сказал мне в этом году, мировая статистика приходит к тому, что каждый 10-й человек в мире болен сахарным диабетом. Просто кто-то уже знает об этом, а у кого-то, возможно, он еще не выявлен. Только представьте, когда я еду в маршрутке, это я и, возможно, кто-то еще, а в автобусе, а в одном вагоне метро или поезде сколько может быть диабетиков? И действительно, этим диагнозом никого сейчас не удивишь. Только при его постановке иногда кажется, что наступил конец света. Но если брать количество диабетиков первого и особенно распространенного второго типа, а также некий всплеск заболеваемости после ковида, то невольно начинаешь замечать, сколько вокруг таких же диалюдей. Причем не только в жизни. Недавно я посмотрела мультик от Pixar «Я краснею». Из-за профдиадеформации я сразу заметила там одну девочку с сенсором мониторинга глюкозы. Перед этим я, как настоящий диабетик со стажем, думала, что там есть еще и инсулиновая помпа, но ей оказалась игрушка Тамагочи. Естественно, наличие мониторинга меня очень заинтересовало. И я полезла читать рубрику интересных фактов на Кинопоиске. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила там, что к созданию фильма привлекалась консультант Сьюзен Фонг, которая сама страдает сахарным диабетом первого типа с 4 лет. А у компании Disney, которой принадлежит Pixar, есть правила, требующие правдоподобности в изображении жизни во всех проявлениях. И что персонажей с диабетом и сенсором уровня глюкозы на самом деле там 2. Я еще раз пересмотрела кое-какие моменты и нашла таки второго диаперсонажа в этом мультике. Представляете? Не с первого раза. Хочу верить, что эта новость принесет восторг работой Pixar всем, кто имеет хоть какое-то отношение к теме. Ведь эта идея правдоподобности в изображении жизни – это так круто, особенно для детей, которым важно знать и видеть, что они такие не одни, их видят и показывают, они есть везде. Чем больше узнаешь дела людей вокруг, тем проще и легче становится не скрывать какие-то моменты своей жизни. Первое время я тоже, как и любая девушка, думала о том, куда и как спрятать помпу и сенсор, а со временем стала относиться к этому более спокойно. И даже если кто-то очень любопытный вдруг спросит, что с рукой, всегда отвечаю, что это у меня Wi-Fi точка. Обычно дальше никаких вопросов не задают. А еще в нашей компании Dia Друзей есть такая игра. Пока все собираются вместе встречи и потихоньку подходят мальчишки и девчонки, мальчишки пытаются отгадать, где у девочек спрятана помпа и мониторинг. Спокойнее становится восприятие своих особенностей, в том числе и благодаря таким мультикам, которые, как всегда, принесут много положительных эмоций как детям, так и взрослым. Мне кажется, это очень важным, и его создатели молодцы, что показали диабет вот так, в обычной школьной жизни. А вы когда-нибудь замечали диабетиков в жизни? Спасибо большое за просмотр этого ролика. Надеюсь, он поднимет вам настроение и придаст еще больше уверенности в себе.